Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами начнем работать с вариативностью. Мы разберем, какие обычно используются значения для обозначения какого-нибудь определенного начертания, какие обычно используются названия при названии начертания, имеется в виду при создании шрифта, чтобы и у вас не было путаницы с тем, где что находится, ну и самое главное, чтобы не было у пользователя вашего шрифта путаницы, где какое название, за что оно отвечает, и, соответственно, чтобы он, выбирая какое-нибудь начертание, ожидал увидеть ровно там то, что обычно он видит в других шрифтах. Для того, чтобы понять, как работает вариативность в шрифте, нам нужно понять, как она настраивается и какие нужно внести данные, чтобы все у нас с вами работало. Поэтому давайте откроем мой шрифт Zasker в программе FontLab и заглянем в его настройки FontInfo. Поэтому выбираем наш шрифт, файл и находим пункт FontInfo. Все, что я сейчас буду рассказывать, я буду просто рассказывать в качестве теории. Мы сейчас не будем особо ничего менять, просто, скажем так, такая вводная к вариативности в FontLab. Дальше мы в следующих уроках уже будем делать полноценный вариативный шрифт, но пока нам нужно примерно понять, где что настраивается. Это будет сложный урок, возможно, даже несколько сложных уроков подряд, поэтому, когда вы пройдете полностью весь этот блок, обязательно пересмотрите заново это видео, чтобы понять то, что вы не понимаете сейчас, скажем так. В обществе принято использовать специальные словесные обозначения разной степени насыщенности шрифта. Вы все их прекрасно знаете, если мы перейдем во вкладку оси, то мы их увидим. Самое тонкое это у нас Thin, дальше Extra Light, Light, ну и так далее. В общем, чем больше насыщенность, тем название лучше описывает его значение. А также к нему применимы цифровые значения на оси координат. 100, 200, 300 и так далее. Чем больше это значение, тем более плотное, более такое жирное начертание у нас с вами имеется. Для того, чтобы легче было визуализировать, как это все выглядит вживую, то мы можем посмотреть на эту иллюстрацию. По иллюстрации прекрасно видно, что значение 100 единиц по оси насыщенности, оно же Thin, достаточно тонкое, практически там волосяное своего рода. Вот, хотя есть еще значение Hair, где 1 это значение на оси координаты, это вообще просто буквы толщиной контура в 1 единицу. Здесь это, скорее всего, около 10, может быть 20. И, соответственно, мы опускаемся ниже, ведь получаем более насыщенный рисунок и более высокое значение, до 900. Здесь мы видим, что 900 у нас равняется значению супер, то есть это самое-самое жирное. Оно не предельное, но может так называться, например, в примере здесь видно, что Black это у нас 800, но если мы вернемся в FontLab, то мы увидим, что здесь значение Black у нас 900, то есть это не зафиксированные значения, то есть ваш Light, грубо говоря, может быть 300, а может быть 200. Также и Extra Bold у вас может быть в шрифте, а может его не быть. Он может быть 800, может быть 700, может быть 850. То есть это примерные такие средние значения, чтобы конечный пользователь вашего шрифта не путался, когда он увидел там пункт 900 и там почему-то какое-то очень легкое тонкое начертание. То есть примерно какого-то такого шаблона придерживаться стоит, но вы можете придумать на самом деле все, что угодно. Эти же значения мы с вами выбираем, когда настраиваем сам мастер. Вот это слева у нас представлены мастера. В моем случае это 12 мастеров для узкого начертания, для среднего начертания и для нормального начертания. Здесь крайний Thin и назовем его Black. Здесь он Black, на самом деле он у меня называется Thick, но это мы потом уже разберем. Вот, в общем, мы выбираем любое из этих значений и переходим на вкладку Names. Здесь мы настраиваем его значения. И вот они у нас здесь выбираются. Thin в данном случае равняется 100 единицам по оси насыщенности. Если мы переключимся на Bold, то вот у нас Bold равняется 700. То есть это все те же самые значения, что у нас в панели оси представлены. То есть если я переключаю их, то я могу поменять положение. То есть я могу здесь на самом деле написать и 511, допустим, и выставить какой-нибудь Extra Black на 800. То есть это такие рекомендуемые значения стандартные. Мы с ними уже можем как угодно играть. Точно так же здесь мы выбираем положение ультра узкого, либо сверхширокого, ну и в данном случае нормал. Если я переключу на ультра узкое, то я увижу, что у меня здесь значение насыщенности Thin, а вот
положение ширины, это у нас ультраконденс. Здесь у нас выбран. Если мы посмотрим на оси, то мы видим, вот, это значение 50 равняется. То есть, ну, вот примерно так у нас настраиваются параметры каждого начертания из всех. И благодаря этому я могу выбрать на панели Variation, если выберу вот этот вот способ отображения карты вариации, например, букву G, и вот так могу между этими значениями перепрыгивать. Если я в Font.info изменю положение самого жирного насыщенного начертания с 900 на 800, он у меня сместится сюда. Но важно в идеале выдерживать квадрат, чтобы не было каких-нибудь отсутствующих мастеров вот здесь или там посередине что-нибудь отсутствовало, потому что тогда интерполяция будет не совсем линейная будет, скажем так. Она будет иметь некоторые искажения, и поэтому в идеале у вас должно быть по всем, так сказать, осям по одному мастеру в контрольных каких-то местах. Возвращаясь к названиям начертания, если мы вернемся в Font.info, Ctrl-Alt-F нажимаю, появляется окно Font.info, то здесь мы можем увидеть, скажем так, разные названия, и мы их можем править. Я, допустим, если вернусь сюда, могу вот здесь написать любое значение. Допустим, я хочу, чтобы у меня значение 900 было не супер, как в примере, а, например, fat. Допустим. Я могу это сделать. Я нажимаю Apply, тут меня скругляет, но это не важно. Теперь вот здесь у меня в инстансах, которые экспортируются в статичное начертание, ничего не поменялось. А почему ничего не поменялось? Потому что нам нужно его снова добавить. Я жму из осей, и теперь все. У меня вот это значение теперь называется fat. Но я конкретно в этом шрифте сделал значение tick. Причем написание именно такое я решил оставить, потому что просто хочу. И потому что это самое насыщенное, самое жирное начертание. Жму Apply. Он тут что-то думает. Очень много глифов, поэтому он не сразу все отрабатывает. Здесь тоже у меня ничего не обновилось, поэтому нужно нажать From Access, и все. Теперь у меня все самые насыщенные начертания в каждой из ширин имеют вот такое значение. То есть это мы все будем с вами настраивать позже. Я просто сейчас показываю, как это в принципе можно здесь использовать творчески. Но сильно тоже не нужно там выдумывать какие-то непонятные слова на каждое из значений. Это я просто такую вольность ввел небольшую. Вот тут, если все будет разное, какие-то непонятные названия, это может даже скорее запутать вашего пользователя, вашего шрифта, поэтому надо вот как-то больше придерживаться чего-то такого стандартного. Такого рода изменения имени иногда несут техническую какую-то идею, какую-то техническую задачу позволяют решить, потому что в целом, когда мы открываем шрифты, которые мы экспортировали из FontLab, они располагаются у нас зачастую в алфавитном порядке, что не очень хорошо и перемешивается, скажем так, все начертания все вместе. Как это выглядит? Допустим, если я посмотрю сюда, мы видим, что здесь у нас все описания, они скажем так, по степени насыщения, по цифрам имеют прямую вот такую прогрессию, но если по первым буквам начертаний посмотреть, то мы видим, что сначала T, потом E, потом L, то есть когда я их экспортирую, они все перемешаются все в единую кучу. То есть если, допустим, мы посмотрим на мой шрифт в экспортированном виде, что мы увидим, что здесь у нас супер жирное начертание и супер тонкое, но идут не по порядку. Точно так же, как всякие узкие перемешиваются с нормальными. То есть если мы посмотрим на них вот в таком виде, мы увидим, что нету вот такого плавного нароста, повышения насыщенности, скажем так. Здесь все у нас идет в кучу. Иногда можно это немножко творчески обыграть, скажем так. В данном случае это скорее такая необходимость, но не обязательная, потому что когда мы открываем такой шрифт в каком-нибудь там Photoshop, Illustrator и так далее, у нас в выпадающем меню всех начертаний, насыщенностей, они будут подряд идти, даже если здесь они у нас все перемешаны в какой-нибудь современной графической программе, они будут все подряд. А вот если мы откроем этот шрифт в каком-нибудь Paint, в офисе старом или в OpenOffice или еще где-то, там будет полнейшая куча. О том, как это все переименовывать, мы в будущем расскажем, но я здесь покажу просто на примере. То есть вот мы видим, что у нас здесь все насыщенности перемешались, но если я, например, открою шрифт Rare, который я выпустил, и открою его Font.info, я вижу, что здесь у меня в плане насыщенности, в принципе, значения те же самые, а вот значение ширины глифа
от самого узкого к самому широкому, оно как раз-таки идет в алфавитном порядке. То есть сначала А, потом Е, потом G и так далее. То есть они у меня все в алфавитном порядке. И как это все выглядит в финальном файле? Допустим, мы смотрим папку, в которой находятся все начертания. Я их разбил по подпапкам, чтобы было проще их находить. И, допустим, открываем какое-нибудь стандартное значение. И вот мы видим, что они у меня отсортировались по алфавиту. Сначала жирное, потом просто насыщенное и вот до самого тонкого. То есть все наоборот. Если мы посмотрим это вживую, в общем, выглядит это не очень. С этим мы ничего не поделаем особо, но если мы перейдем во вкладку Instances, здесь я сделал специально так, чтобы у меня каждая из насыщенностей в свойствах файла имела цифровое вот такое значение. Что это нам дает? Когда мы открываем этот шрифт в Photoshop где-то еще, этих значений мы не видим, там мы видим стандартные вот такие описания, они идут по порядку, как вот здесь мы видим, и поэтому там проблем нет. Но если мы откроем это в Word, там все будет вперемешку. Чтобы эту проблему решить, добавив эти значения, когда мы открываем в каком-нибудь Word, у нас в стандартном меню они содержат в себе вот эти названия с цифрами. И поэтому даже в какой-нибудь старой программе они имеют такие, скажем так, такую сортировку. Для такого шрифта, который имеет такой футуристичный, геометричный какой-то вид, это уместно. Разумеется, делать такие штуки в каком-нибудь там обычном гротеске, либо шрифте с засечками не нужно, и это будет смотреться странно, и скорее будет как-то, не очень профессионально, что ли. А здесь это, наоборот, такой своего рода баг, который мы используем как фичу. То есть мы добавили эти технические цифры, чтобы все у нас было по порядку. Но благодаря этому это немножко дополняет ему какого-то такого вот, эффекта, что ли. То есть здесь помимо насыщенности, которые идут по цифровому увеличению, так еще и алфавитный порядок самих ширин тоже у меня здесь разбиты, поэтому все как бы хорошо получается, все красиво, аккуратно и не мешается. И еще одна причина, почему я добавил к описаниям в вот эти значения gig, hyper и так далее, потому что в стандартном режиме, когда мы, допустим, сейчас откроем font.info и сделаем from, из осей, так сказать, у нас удалятся все цифры, все вот эти описания. К чему это приводит? По факту, когда мы экспортируем и потом установим этот шрифт, у нас получится несколько шрифтов с названием RareTin, RareTin, RareTin. То есть, когда я установлю все эти 81 начертания, они у меня будут друг друга перезаписывать постоянно. Именно поэтому я вручную здесь дописал на каждое статичное начертание дополнительно указание вот этого вот экта, там альфа и так далее, чтобы они при установке не мешались. Это была большая проблема. Они просто перемешивались из-за путаницы в именах. Поэтому заполнение колонки Style Group очень важно для корректного отображения вашего шрифта в системе. Об этом мы потом тоже проговорим и уделим это большое внимание. Как понять, какие значения должны соответствовать моему шрифту? Допустим, где ставить 100, где 900, где 400 и так далее. Если мы рисуем одно начертание, и в принципе в шрифте у нас только одно начертание, то вы можете поставить любое. Но по дефолту, когда мы создаем новое начертание, у нас всегда стоит значение 400. Скорее всего. Зайдем в Names. Да, вот. Обычное значение 400. То есть этот шрифт у нас в единственном экземпляре устанавливает система, поэтому в целом здесь можно поставить вот так. Вообще роли это никакой не играет. Но лучше ставить нормально, вот по дефолту как есть, чтобы потом, когда вы будете дорисовывать новые начертания, допустим, если вы хотите, у вас не было путаницы. Поэтому возьмем за правило, что если у нас одно начертание, выставляем ему стандартное значение 400, а если у нас их несколько, то мы уже ставим их соразмерно тому, какое начертание у нас визуально. То есть если это жирное начертание, ставим bold, либо black, либо там semi-bold и так далее. Вот. И соответственно, если это такое начертание тонкое, ставим ему значение 100-200. Если это узкий шрифт, то выставляем ширину condensed, либо ultra condensed, и наоборот. То есть желательно такие вещи заранее прогнозировать, потому что потом переделывать все с нуля, это прям будет большая морока. А как это в принципе выглядит вживую? Вот у меня 81 начертание от узкого к супер широкому, от тонкого к насыщенному. Перейдем в магазин, в котором продается мой шрифт, и посмотрим. Вот у нас альфа-тин, и она увеличивается на насыщенность до блэка. Дальше уже идет
ширина Экта, которая также от Тина идет, увеличивается до Black. Дальше Гига и так вот до бесконечности. Ну, как до бесконечности. У нас в целом конечность есть. Вот так выглядит наш шрифт. И тут самые-самые-самые широкие. Это вот такие буквы в Ultra Extra Bold. Кстати, здесь какая-то опечатка. Надо будет уточнить. Интересно, не обращал внимания. Вот так мы с вами примерно и понимаем. Если это тонкое начертание, то это Tin. Обычно это 100, 200 может быть. Ну и жирное это Black. Я думаю, с этим вы разобрались. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.